Всем привет! С вами Жилин Григорий. Я покажу вам, как быстро начать заниматься в технике аэрографии. Итак, на столе у меня компрессор FD196, он же AS196, и аэрограф той же фирмы, модель FE180 CRU. Ну, CRU это русская маркировка, на Алиэкспресс на самом деле просто FE180. Вот. Итак, что для начала мы должны сделать? Достать аэрограф. В наборе у нас идет шланг. Откручиваем его. Далее видим такой переходник. Данный разъем называется 1/8. Вот это переходник на 1/4. Нужен к японскому компрессору фирмы Iwata, например, и к другим некоторым компрессорам, но вам он не понадобится при работе с этим компрессором. Откладываем в сторонку. Один конец прикручиваем к аэрографу. Второй конец прикручиваем сюда. Компрессор у нас устроен очень просто. Вот эта часть накачивает воздух. Если у вас одна голова у компрессора, то производительность будет чуть ниже, чем если у вас их две. Можно работать и с одной, и с двумя головами. С двумя почему мы рекомендуем работать? Потому что цикл работы у компрессора становится меньше, он больше отдыхает, и вам его хватает ресурса на большее количество лет, да? Вот. И производительность в случае, если вы присоедините сюда не вот этот аэрограф, а, например, какой-нибудь HP-G6, аэрограф, похожий на мини-краскопульт, да? У Iwata есть такой, то вам его хватит, а с одной головой вам его не хватит. Поэтому вот такой вот универсальный вариант с двумя головами, я рекомендую вам его использовать. Итак, как мы видим, воздуха здесь нет, да? Для начала нужно включить компрессор в розетку. Бывают случаи, что люди забывают включать, но вы же не из тех, да? Мы заранее включили компрессор в розетку. Отложим пока аэрограф в стороночку. Повернем компрессор и обратите внимание, что здесь есть два режима работы. В первом режиме компрессор подкачивает воздух по мере необходимости. То есть он накачивает сначала полный бак, затем вы начинаете работать, и он подкачивает воздух по мере необходимости. Во втором режиме он качает воздух непрерывно. Там существует ограничение на максимальное давление, конечно, но второй режим нужен для особо прожорливых девайсов. То есть вы поначалу с такими работать не будете, вот, и поэтому не обращайте внимания на второй режим, работайте только в первом. Итак, что нам нужно сделать? Для начала нужно накачать полный бак на первом режиме. Как только компрессор перестанет качать воздух и остановится, нам нужно выставить давление на манометре. Давайте посмотрим, как это сделать. Итак, он накачал полный бак. Теперь наша задача выставить давление. Поднимаем регулятор чуть-чуть наверх и крутим по стрелочке в сторону плюса. Здесь есть минус, здесь есть плюс. Крутим в сторону плюса. Перед этим обязательно нам нужно, чтобы был присоединен аэрограф. Потому что если он будет не присоединен, у вас воздух будет выходить отсюда. Итак, устанавливаем давление на 2 бара. В данной модели компрессора на манометре это красная шкала. Тут написано бары. Выставляем на 2 и попробуем пшикнуть аэрографом. Можно выставлять чуть меньше для некоторых работ, можно для некоторых чуть больше. То есть, но для начала просто ставим на 2 и работаем на этом давлении. Потом уже со временем вы научитесь управлять этим процессом и поймете, зачем это нужно, в какой момент. Также обратите внимание, на этой модели аэрографа есть регулировка воздуха. Вам не нужно с этой штукой экспериментировать.
Просто забудьте про нее, не трогайте ее. То есть пусть она у вас будет открыта, не затягивайте ее по полной, потому что иначе у вас воздух просто не пойдет отсюда. Также есть еще регулятор хода иглы. Это вспомогательная тоже штучка такая, ей не пользуйтесь. На первых шагах, выполняя упражнения, вам необходимо научиться самостоятельно чувствовать и регулировать подачу краски. Для этого все вот эти вспомогательные элементы вам будут только мешать. Ваш палец должен запомнить, как, когда, сколько подавать, и довести это нужно дело до автоматизма. И только потом, спустя много-много месяцев, вам можно будет использовать все вот эти прибамбасы, которые помогут вам создать какие-то художественные приемы или просто упростить работу. Вот. Так. На этом давлении мы можем работать. Вот обратите внимание, вот я сейчас пшикаю, да, и компрессор сейчас автоматически запустится и будет подкачивать воздух. Почему мы рекомендуем использовать для аэрографии компрессор с ресивером, то есть вот с этим баком? Потому что воздух должен подаваться стабильный в аэрограф, стабильного давления, то есть не должно быть рывков. А ресивер как раз выполняет эту функцию. Вот. То есть если у вас компрессор без ресивера, у вас давление будет прыгать, и вы не сможете сделать тонкую линию, и плавная подача воздуха у вас будет невозможно. После того, как вы закончили работать, вам нужно выключить компрессор и спустить воздух. Но для начала покажу вам вот такой вот момент. В данном случае, вот видите, вот здесь фильтр есть такой на манометре. И здесь будет скапливаться влага. Вы ее можете спускать нажатием вот сюда. Видите, вот так выходит воздух. И также будет здесь выходить вода, которая здесь будет скапливаться. Этот фильтр нужен для того, чтобы влага у вас не оказывалась в шланге и не выпрыгивала из аэрографа. Так, о чем еще я должен вам сказать? Итак, мы выключаем компрессор и должны выпустить воздух. Как это можно сделать? Можно сделать нажатием вот сюда и выпустить остатки воздуха вместе с влагой, которая здесь скопилась. Можно воспользоваться, вот, включил нечаянно, можно воспользоваться вот таким вот элементом. Потянув за это кольцо, мы выпустим тоже лишний воздух. Как вам будет удобно. Можно вообще открутить шланг. Тогда у нас выйдет весь воздух. Ну, тут неудобно, он у меня крутится. Обычно для этого просто вот так делаем. Это намного проще. В дне, на дне, то есть бака, видите, здесь есть такой разъем. Если вы его открутите, то воздух также выйдет, но он создан не для того, чтобы выпускать воздух. Он создан для того, чтобы выпускать ту воду, которая на дне бака. Если, то есть, у вас воды много, вы можете спустить ее как с фильтра редуктора манометра, так и с дна бака тоже можно открутить и слить остаток воды. Вот. В верхней части компрессора у нас еще есть два вот таких фильтра воздушных, металлических. Ну, они вот здесь. Их снимать не нужно. Возможно, вам их понадобится почистить, когда у вас компрессор, то есть, начнет плохо всасывать воздух. После окончания работы вам необходимо снять аэрограф, открутить его. Перед этим важно его хорошо прочистить. Никогда не оставляйте засоренный аэрограф надолго. Потом будет его сложно и долго чистить. Убирайте аэрограф. Во время работы аэрограф должен быть либо на подставке, либо у вас в руках. То есть вот так на столе, просто так, как сейчас я ложил, его лучше не ложить. Потому что когда вы его нечаянно смахнете, либо игла, либо сопло в аэрографе сломается. То есть будьте с этим предельно внимательны. Про непрерывность работы компрессора важно сказать следующее. В течение часа вы можете сделать там
5-минутный, может быть, 10-минутный перерыв. Мы обычно этого не делаем, но если вы работаете непрерывно несколько часов и на улице тепло, жарко, то компрессор может начать плеваться водой. Это нормально. Просто сделайте перерыв, спустите воду, которая вот здесь накопилась, и минут через 10-15 продолжите спокойно работать. Вот. Что еще? Ну, вроде бы сказал все, что хотел. Можете приступать к занятиям. Если будут какие-то вопросы по тому, как начать, пишите в комментариях. Будем рады ответить.